Привет, друзья! Это снова «Орел и Решка. Перезагрузка». Очень жаль, что камера не передает этого фантастического запаха моря, дымки вулканов. В общем, аромат просто невероятный. Да, потому что мы прилетели на Сицилию. На самом деле мы прилетели к сицилийской мафии. Настенька, ты что, как и большинство туристов, считаешь, что на Сицилии нет ничего интересного, кроме мафии? Евсей, я считаю, что нам нужно подбросить поскорее монетку, а ты можешь идти искать интересности и желательно поближе к жерлу вулкана. Что плохого в жерле вулкана? Ну вот узнаешь, когда туда упадешь ненароком. Орел. Решка. Молодец! Это я. Ну чудесно, чудотворно! Монетку я у тебя заберу, потому что $100 тебе будет достаточно. Но пасаран! Вообще-то она бы мне понадобилась. В прошлый раз мы провели уикенд на севере Сицилии, в Палермо. А сейчас мы начнем с городка Катания, на склонах вулкана Этна. Сицилийцы страшно обижаются, когда говорят, что на Сицилии только мафия. Поэтому в этот уикенд мафия засыпает и просыпается солнечная, вулканическая, средневековая, вкусная Сицилия. Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя, у меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Thank you. Это же покер-матч. Здесь победитель получает все. Ха! А вот и фулл хаус от Настюшки. Другое дело. От одной монеты до золотой карты всего лишь взмах руки. А от пешехода до обладателя уникального ретро-автомобиля всего один шаг. Знакомьтесь, это мой новый друг Fiat 124 Sport Spider. In italiano. Он что-то вроде Адриано Челентано среди итальянских автомобилей. Уже не молод, но все так же чертовски привлекателен. И перед ним не устоит ни одна девушка. Non capisco. 50 лет назад у итальянских миллионеров было высшим понтом купить такую тачку и укатить в отпуск на юга. А сейчас такую машинку арендуют приезжие богачи за 200 евро. Вы подумали, в сутки? Ха-ха! Нет, в час! За 5 лет Сицилия не подешевела. Для наших туристов она по-прежнему остается одним из дорогих курортов. Номер в отеле в сезон стоит от 50 евро. Проезд на автобусе – 4 евро. Средний чек в кафе – 25 евро. С ужасом представляю, как я проведу здесь уикенд на $100. Hello? You have commission? Yes, above 100, we apply 13%. Okay. Что? 13% от $100? Да это же грабеж! Но другого варианта у меня нет. Без евро я даже в город не уеду. Эта милая девушка с очаровательной улыбкой только что поменяла мне $100, обобрав меня на 7 евро. Комиссия в обменниках просто бешеная. Поэтому меняем 100, получаем 73. Начну экономить, не отходя от обменника. Excuse me, do you know where is the bus to the city? Bus. Big bus. Cheap. У кого я спрашиваю? На Сицилию в основном приезжают богатые европейцы. Откуда им знать, где автобус? Они ездят на такси за 30 евро. А такие, как я, голодранцы, добираются самым дешевым способом – на автобусе Алибас. Excuse me, is it to the city center, to Catania? And how much it costs? 4 евро. Добро пожаловать в Европу.
Thank you. Еще не выехал из аэропорта, а уже минус 11 евро. Я начну свой отдых с городка Катания. Он самый большой на юге Сицилии. Здесь точно найдется, что делать бедному туристу. А я поеду в городок Таормина. Это самый дорогой курорт Сицилии. Тут цены процентов на 40 выше, чем в Катании. Отличное место для меня и золотой карты. Вот я и приехал в центр Катании. Катания — это старая добрая Сицилия. Здесь сразу же хочется говорить с акцентом. Чао! Бонджорно! Грация! Хочется встать под балконом и спеть серенаду. О соле мио. Как же тут все атмосферно, кинематографично. Хоть сейчас бери и фильм снимай. Vorrei ancora il sapore dei baci, come ricordi rubati non tornano più. Le tue parole mi bruciano ancora, come l'amore che mi divora. Катания не вылизана для туристов, она для местных. Местами облезлая, изрисованное граффити. Местами на голову капает мокрое белье. Тут все какое-то маленькое. Маленькие тротуары, маленькие машины, маленькие балконы, маленькие сицилийские дворики. Но все такое настоящее, что невозможно ноги остановить. Все время хочется ходить внутри этого итальянского кино. Amami ancora un po' nello spazio esclusivo che abbiamo inventato. Buongiorno. Amami ancora un po', sarà per sempre quello che mi lasci sulla pelle. Через час мы примчали в Таормину. Это тихий, беззаботный край миллионеров, знаменитостей и дизайнеров одежды. Местные говорят, что только здесь можно почувствовать, что такое дольче вита, то есть сладкая жизнь. Здесь никто никуда не торопится. Политики и их жены медленно попивают апероль в троториях. И потом медленно идут покупать бриллианты в соседний магазинчик. Кстати, это единственный город на острове, где магазины не закрываются на сиесту. Моника Белуччи, Ричард Гир, Памела Андерсон прячутся от папарацци, снимают роскошные виллы и живут на побережье Ионического моря. А некоторые знаменитости даже приезжают сюда жениться. Поговаривают, что в этой часовне венчался любимчик наших мам и бабушек Ален Делон. Боже мой, это такой фантастический город. Я не могу не прогуляться пешком, друзья. Это нечто невероятное.
Погуляв пару часов по Катании, замечаешь кучу интересных деталей. Прямо посреди оживленной улицы стоят два античных театра. В Катании на каждом шагу встречаешь изображение какого-то странного мутанта. Женская голова, из которой растут 3 ноги. Но стоп, не пугайтесь, это символ Сицилии. 3 колена в честь треугольной формы острова. Голова — это богиня, которая его охраняет, а змеи — это символ мудрости. Эта кракозябра есть даже на флаге Сицилии. Еще, кажется, на Сицилии и 2 минут не могут прожить без молитвы. На каждой улице часовня или маленькая церквушка. А на каждом фасаде статуэтки святых. Но самая чудаковатая деталь в городе — это цветочные горшки в форме мужской головы. Что за прикол у сицилийцев с этими головами? Оказывается, с этой головой связана целая Санта-Барбара. Сицилийка узнала, что у ее жениха уже есть жена и 3 детей. И пока тот спал, она отрезала ему голову и смастерила из нее цветочный горшок. Вот такая вот романтика. Атмосферу Таормины невозможно прочувствовать, глядя на нее из окна машины. Эти улицы созданы, чтобы по ним гулять. Я с уверенностью могу сказать, что это один из самых красивейших городов, в которых я когда-либо была. Первый раз я, наверное, не то чтобы жалею, но я немножко расстроена от того, что у меня золотая карта, потому что, честно говоря, я бы вот весь уикенд провела бы на улицах этого потрясающего городка. Хотя, с другой стороны, если бы не золотая карта, я бы сюда не попала. Все дороги в Таормине ведут на главную площадь 9 апреля. Не каждая площадь может похвастаться таким видом. Вот это мощь! Вы не представляете, насколько здесь потрясающая атмосфера и как она вдохновляет, как она наполняет. Я так феерично, вообще так вдохновленно себя очень давно не ощущала. Меня распирает на 1000 маленьких ангелочков, которые готовы вырваться из меня и просто заполнить все это пространство. Вы удивитесь, все дороги в Катании тоже ведут на главную площадь. Пьяцца дель Дуомо. Здесь находится мэрия, собор Святой Агаты, кафедральный собор, памятник слону. Но если с соборами и мэрией все понятно, то при чем тут слон? Пойдем узнаем. Hello? Do you know about this elephant? Elephant. I'm here. This symbol is Catania. Symbol? Why? Why elephant? Elephant is in Africa is good luck. Yeah. Yes, I don't know. Here. Do you know about this elephant? Yes, this is the symbol of Catania. Yes, but why elephant? It's called the Lioto. It was magenta. Do you understand? Magenta? Yes. No. This is the history of the elephant. See. Понятно, что ничего не понятно. Спасибо. Do you know something about this elephant? No. No? No. No? Ну, кто же знает о городе больше, чем его стражи? What is this elephant? Why it is a symbol of Catania? Yes. But why? But it's a Yes?
No. Это становится все сложнее. Но я не сдамся. Он не стоял, он просто растворился, как белая Опа. и растаял полностью. Знаем. Здравствуйте. Отсюда, если вы А вам случайно про слоника уже не рассказали? Рассказали. Мы уже услышали, что это символ катания, но не очень понимаем, почему. Он улыбается. Он улыбается? Да. Отсюда улыбаются, люди сюда молились вроде бы. А почему? Легенда, вы же понимаете это. А почему он символ катания? Ну, потому что он вулканической породы. Почему именно слон? Ну, потому Вопрос что не ко мне. Вулкан. Жителям. Да, тут же вулкан это- Этна. Так, вулкан. А как он связан со слоном? Вулканической породы сделали слона. А почему именно слона? Откуда я знаю? Спросите у местных жителей. Хорошо. Какая фантазия? Спасибо. Итак, что удалось нагуглить в интернете? Оказывается, у слона есть имя, и его зовут Илеодор. Привет, Илеодор. Ему 800 лет, и сделан он из вулканической лавы. Все сицилийцы считают, что он умеет успокаивать вулкан. А появился он в то время, когда мавры завезли на остров слонов. У ученых своя версия. Оказывается, 10 тысяч лет назад на Сицилии водились карликовые слоны, как раз размером с Илеодора. Может, это в честь них? То, что слон — это символ катания, мы выяснили. А вот почему? Пусть это будет вашим домашним заданием. Фух, по городу нагулялись. Теперь можно и отдохнуть. А лучший отдых — это, как известно, смена деятельности. К счастью, покер-матч у меня всегда с собой. Так, вот. И это отличная интеллектуальная разминка. Хостелы и отели в Катании, на Сицилии в целом, вообще не популярны. Здесь снимают посуточно комнаты, квартиры, виллы. Все зависит только от вашего бюджета. Вот я сейчас и прикину, что себе можно позволить с моим. Итак, вбиваю город и мои даты в сервисе по поиску жилья. Итак, ценовой диапазон нищебродский. Один гость. 18 евро. Ребят, это гораздо дешевле, чем стандартный хостел в Европе. Комната полностью меблирована с простынями, подушкой, шкафом, ящиком. У вас есть возможность готовить. Wi-Fi, телевизор, есть бассейн. Принять? Отлично. Спать мне есть где. По правилам хорошего миллионерского тона, жить на Сицилии нужно только на вилле, только на вершине холма и только с видом на море. Я арендовала себе виллу Монрепас за 8000 евро в сутки. Класс! Неужели это все мое? Даже не знаю, с чего начать. Ну, пойдем. Класс! Друзья, вот эти вот своды напоминают мне царские палаты. Обожаю, когда так много пространства, даже эхо. Вилле Монрепас больше 100 лет. Раньше здесь было казино, и европейская богема собиралась выпить бренди и покурить сигары. Эти стены слышали, как распевается шансонье Шарль Азнавур. Qui s'appellerait Voilà, qui raconterait justement qu'il y a des moments où on a des... На этом диване лежала актриса Марлен Дитрих, разучивала роли и рассматривала потолок в стиле ар-нуво. Там есть паучок. И бабочки, и цветы. А потом Марлен шла пить чай в видовую комнату. Вот это
Высший пилотаж. Ну вот классно было, если бы вот спальня была бы как раз-таки вот с тем видом, который в гостиной. Вот это был бы топчик of the топчик, best of the bestович и огонь в огне. Но так тоже неплохо. До сих пор не могу отойти. 8000 евро за что? Только за красивый вид и большую площадь? Особых удобств тут и нет. Я тут вот что подумал. Если мы на море, значит, здесь обязательно есть рыбный рынок. А если есть рыбный рынок, значит, есть вкусный, свежий и, по идее, недорогой обед. Рыбный рынок в Катании – это 3 в одном. Это и средневековый театр, где есть свои актеры. И зрители. Это и рыбный супермаркет, где коренные сицилийцы выбирают рыбу на ужин. Смотрите, а у кого-то на ужин будет осьминог. И это океанариум, где можно найти всех морских гадов. От 300-килограммового тунца до самых экзотических водных существ. Да ладно, это же рыба-меч. Таким и убить можно. Он же костяной. А это здесь главный деликатес. Рыба капоне. Сейчас как раз ее сезон, поэтому она на каждом прилавке. У нас называют эту рыбину корифена или рыба-дельфин, потому что сбоку она очень похожа на дельфина. А вот рыба-сабля, кальмары, осьминоги, крабы, ракушки. А это что такое? Рыба. Урод какой-то. Переходим к моллюскам. Тут тебе и мидии, и рапаны, даже мальки анчоусов, которые похожи на кучку глистов. И все это такое свежее, что даже убегает на своих щупальцах. Ну все живое, все двигается. Креветки джамбо будто танцуют самбу. Ракушки брызгаются. Кстати, сицилийцы говорят, что на прилавках лежит только то, что еще ночью плавало в море. И к обеду морепродукты здесь уже считаются несвежими. На это можно смотреть бесконечно, если ты не голодный. А я уже очень проголодался. Excuse me, can I cook something from there, here? If I buy fish, cook here. No? Can I cook the fish somewhere here? I mean, I buy here, and then I go and cook and eat. Hello? Hey, my Frankie. Frankie, can I cook something I bought in the market here? I buy it there, cook here, no? Это что же получается? Если я обычный турист, у меня в отеле нет кухни, я могу здесь купить килограмм рыбы, но приготовить мне ее будет негде. С другой стороны, увидеть это все равно стоило. Пока у Евсея живот прилипает к позвоночнику, я приехала обедать в один из лучших ресторанов Таормины – Кисте. Здесь маленький кусочек креветки, маленький кусочек рыбки. Надо было дать маленькую вилочку и маленький
маленький ножичек. Ох, не знаю, как бы не растолстеть, конечно. Рыба-меч. Надеюсь, она не будет колоться. Если вам интересно, на что похожа рыба-меч, то она похожа на филе трески. Цветок. Ну, как и любое растение, если вы, конечно, имели смелость пробовать его с клумбы, либо с рассады, которая у вас растет на балконе, имеет горьковатый привкус, как и вся любая другая трава, которая растет на лугу. В общем-то, на любителя. Ой! Колется. Жилье, которое я снял, оказалось, находится за городом. Так, уже близко. Не то. 500 метров. Не, ну тут не может быть. Ну, похоже на то. Excuse moi. Hello. Is it here? Like the rider? È qua. Come ti chiami? Thank you. I'm Евсей. Nice to meet you. На пороге меня встретила бабушка Лилиана. I can go? Thank you. Оказалось, что я пришел на большую виллу. На первом этаже живет Лилиана с детьми и внуками, а комнаты на втором этаже она сдает туристам. Questa è tua. La tua camera. Spero ti trovi bene. Белли. Я понял, Белли. Bene. Бене. Ti faccio vedere dove puoi lavarti le mani. Серьезно? Я не сплю? Bathroom, bagno. Тетенька, это прекрасно. Бене. Более чем Бене. Ti piace? Good? Very good. More than good. Perfect. E adesso andiamo a mangiare. Mangiare? Cenare. 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 Mangiare. Me? Mangiare? Dinner? Dinner. Dinner now with you? Dai, sì? No? Sure, yes. Друзья, сицилийские $100 ждут вас в катании на берегу Средиземного моря. Чтобы их найти, отправляйтесь на проспект Артале Алагона к стоматологии Сирона. Перейдите дорогу и ищите бутылку под огромными каменюками. Удачи! Бабушка, она и на Сицилии бабушка. Лилиана не оставила меня засыпать с пустым желудком и пригласила на семейный ужин. Buonasera. Hello. Mangiare il radicchio. Итальянского я не понимаю, но этот язык, по-моему, понятен по всему миру. Каждые выходные вся семья собирается за одним большим столом. За шеф-повара сегодня старший сын Ромуальдо. Он готовит сицилийскую пасту. Бабушка помогает накрывать на стол, а гости болтают и поднимают тосты. И снова кажется, что попал в какое-то итальянское кино. У сицилийцев все разговоры за столом только о еде. Тут так принято. На завтрак обсуждаешь то, что будешь есть на обед. За обедом – на ужин. А за ужином планируешь меню на завтра. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!
Сицилийскую кухню нельзя назвать итальянской, иначе сицилийцы обидятся. Это отдельная кухня со своими рецептами и правилами. Первое, чем меня угостили, была паста. А точнее, два вида пасты. Макароны аль денте с сардинами и широкая макаронина каннеллони, фаршированная макарошками поменьше. Если мы на первое едим суп или борщ, то у сицилийцев принято на первое есть пасту. Это невероятно вкусно. На второе Лилиана принесла сардины, фаршированные оливками, грецким орехом, сухофруктами и базиликом. Кроме рыбного, вот этого вкуса сардины, улавливается такое количество привкусов и орехов, и оливкового масла, перетертых сухофруктов. Вот что я заметил. Если у нас во время застолья стол сразу заставлен оливье, шубами, котлетами и картошками, то у сицилийцев все как в ресторане. Скушали одно блюдо, унесли грязные тарелки и вынесли следующее блюдо на новых тарелках. В общем, эстеты 80-го левела. Каноло. Так, плавно мы добрались до традиционного сицилийского десерта – вафельной трубочки канноле с сыром рикотта и кусочками шоколада. Prendi con le mani. Like this. Così. See? Это проще, чем я думал. Крем просто идеален. Он похож, знаете, на маскарпоне. На тот сливочный сыр, из которого делают чизкейки. Шел 4-й час застолья. Началась музыка, песни, танцы. Слушайте, это так классно! Никто не сидит в телефонах и не проверяет свой Инстаграм. Телевизор не работает, только живое общение. Только один такой вечер уже стоит того, чтобы приехать на Сицилию. Ok. Thank you. Bravo. Grazie. Браво. Вот люблю я, когда есть между съемками много времени для отдыха. Но просто лениться я точно не хочу. Поэтому сыграю в покер на покер-матч. Идеальное сочетание приятного с полезным. Все, как я люблю. Катания – это красивый, благостный городок, пока не узнаешь, что он стоит на склоне Этны, самого опасного вулкана в Европе. Этна непрерывно извергается уже 500 тысяч лет. Из нее вырываются языки пламени. Она плюется пеплом и пыхтит газом. Катание в зоне постоянного риска. Если Этна решит извергаться, то ее накроет первой. Так уже было 2 раза, когда она уничтожила город полностью. Но катанцы отстроили его и продолжают жить дальше. Жители Катании – люди уникальные. Кто угодно бы побоялся соседства с действующим вулканом, а они ему только рады. Во-первых, когда Этна начинает извергаться, поток туристов увеличивается вдвое. Во-вторых, вулкан – это лучший поставщик строительного материала для этих самых улиц. Тротуары, бордюры и даже стены домов сделаны из лавы. Богатые люди, которые приезжают на Сицилию, обязательно идут смотреть вулкан в надежде увидеть, как Этна извергается.
Но Этна барышня капризная и не часто радует любопытных туристов. Этну можно 3 месяца ждать, а у меня в запасе всего 1 день. И слава богу, на Сицилии есть еще один вулкан, который точно не подведет. Вот к нему мы сейчас и направляемся. Есть вулкан, который извергается постоянно. Зовут его Стромболи. Если есть лишние 2500 евро, то можно арендовать яхту и увидеть это чудо из чудес. Честно говоря, сложно поверить в то, что это действительно действующий вулкан. Что это не какое-нибудь облачко, которое сейчас рассеется. Это ведь реально дым. Вот уже 20 тысяч лет вулкан Стромболи дает жару. Каждые 15 минут выбрасывает бомбы из вулканических пород, пепел и газ. Я увидела, ребята, только что извержение, когда жестко. А мы точно в безопасности? Что я уже не уверена, если честно. А мы реально в безопасности, скажите мне кто-нибудь? Нет ответа, да, на вопрос? Сицилия – остров небольшой, его за 4 часа можно проехать вдоль и поперек. Поэтому сидеть в одной катании 2 дня я не собираюсь. Поеду на другой конец острова и покажу, что там красивого. Сейчас я в самой восточной точке Сицилии, в Катании. А через пару часов уже окажусь в самой западной, Агридженте. How much it costs for Agrigento? 13 евро в одну сторону. Знаете что, ребят, с такими ценами обратно я буду проверять автостоп на Сицилии. Первое, ради чего едут в Агридженто, это пляж Ла-Скала де Турки, или турецкая лестница. Такое странное ощущение, ты вроде приехал на побережье теплого моря, вокруг пляжи, шезлонги, песочек. И тут поднимаешь глаза и видишь айсберг, просто глыбу льда. Класс. Когда поднимаешься по белоснежным ступенькам, кажется, что залазишь на гигантское безе. Когда я смотрел издалека, то думал, что это какой-то мрамор или что-то твердое. Но на самом деле это просто хрупкая известь, как школьный мел. Эта горная порода такая мягкая, что волны отшлифовали ее в идеальный гладкий каскад. Забавное происхождение у этого названия. Дело в том, что в этой гавани швартовались пиратские корабли, но не турецкие, как могло бы показаться из названия, а арабские. А сицилийцам было все равно. Все, кто приплывают с той стороны моря, все турки. Thank you so much. Bye. Thank you. Удивительное чувство, когда твоя нога ступает на остров, который полностью является действующим вулканом. А еще удивительнее понимать, что этот остров обитаемый. Здесь живет 750 человек.
Неужели им не страшно от такого смертоносного соседства? Но стромбольчане давно изучили характер соседа. Он у него спокойный и покладистый. Извергается он часто, но по чуть-чуть. А еще вулкан дает плодородную почву, на которой они собирают по 2 урожая апельсинов в год. Да и море не обижает рыбой. Самое популярное развлечение для туристов на острове – это подъем к жерлу вулкана. Конечно же, нужно переодеться, потому что так я на вулкан идти не могу. Ну что, господа, по-моему, я абсолютно очаровательна. Погнали! Подниматься на вулкан нужно 4 часа. Лучше всего стартовать в обед, чтобы на закате увидеть брызги лавы. Сейчас был такой звук, как будто, не знаю, раскат грома. Жестко. Что-то мне уже не хочется туда подниматься. И это я еще даже половину не прошла. Шел 3-й час маршрута. Холодно так, что аж кости сводит. Второе место, которое нужно обязательно посмотреть в Агридженто, это долина храмов. Do you know where is the Valley of Temple? Questa è la Valle dei Templi. Grazie. Dà fastidio? Долина храмов – это древний город Акрагас, который построили греки 2500 лет назад. Акрагас считался самым богатым и могущественным городом древнего мира, пока его не захватили карфагеняне. Несмотря на войны, время и землетрясения, храмы этого города сохранились и до наших дней. Хочу официально вас заверить, автостоп в Сицилии работает. Вот мы и на месте. Джорно. В долине находится 10 храмов, но все их обойти ни у меня времени не хватит, ни времени в программе. Так что я посмотрю самые интересные. Древние греки посвящали храмы своим богам. Это храм богини семьи – Юноны. А это храм богини согласия Конкордии. И отреставрировали его специально для людей с плохим воображением, которые по парочке колонн не могут представить масштаб и то, как он выглядел. Внутри храмы обычно делили на 3 клетки. Ну, комнаты по-нашему. Зал, прихожую и спальню. Возле храма богини Конкордии лежит самая фотографируемая здесь скульптура. О, а это Икар. Из легенды, вы, наверное, помните. Человек, который хотел летать. Сделал крылья, но подлетел слишком близко к Солнцу. Теперь вот лежит тут, голый. И, наконец, храм Геркулеса, греческого супергероя. Храм Геркулеса мог стать самым большим древнегреческим храмом, но достроить его не успели. Вот что интересно, землетрясение разрушило его до основания, но 8 колонн решили поднять, чтобы мы с вами могли оценить масштаб. И этот гигантский храм должны были украшать огромные статуи атлантов – теламоны.
которые в длину 5 человеческих ростов. Шел 4-й час моего пути к жерлу вулкана. К сожалению, выше пока подняться нельзя, потому что из-за погодных условий есть риск вообще куда-нибудь свалиться, и, в общем, ничего хорошего из этого не будет, поэтому есть возможность пойти туда. Это слышно было? Это слышно было? Просто жесть. Я не знаю, я не готова, мне кажется, даже это уже увидеть своими глазами. Я уже не особо хочу, чтобы это рассеивалось, потому что, друзья, находиться рядом с действующим, внимание, действующим вулканом, который гремит так, как будто 10 фур проехало, это очень страшно, правда. Каждый раз у меня замирает сердце, и мне хочется просто бежать галопом. Нафиг я вообще сюда пошла? Японские лавины. Каждый раз просто вздрагивает все, в том числе и невздрагиваемое. Какой вид, да, друзья? Сумасшествие полное. В случае сильного извержения вулкана здесь стоят вот такие вот укрытия, которые могут продлить жизнь нам всем. Пойду спрячусь. А то кто знает, что там из туманчика может блескануть. Только и слышно бум-бум, а ничего не видно. Друзья, это, конечно, разочарование. Настолько все в тумане, что ты даже не видишь уходящего солнышка. То есть ничего. Nothing. Without view. Without amazing emotions. You know? You know what I mean? Yeah. Хочется взять, провести золотой картой, как волшебной палочкой, и разогнать проклятый туман, и увидеть то, что он скрывает. Но все это волшебство монтажа, а у меня чудо не случилось. И все. У катанцев есть традиция. Если семья отмечает важное событие, нужно прийти на главную площадь и сделать на память фотосессию. Смотрите, у кого-то сегодня крестины. У кого-то день рождения. У кого-то годовщина свадьбы. А у кого-то Инстаграм уже 2 дня без новых фоток. Все накрасились, разоделись, разобулись, подсветились и влезли в то, во что влезть было невозможно. Настя сейчас приедет и оценит этот Катаниан Fashion Week. На юге Сицилии чувствуешь себя не туристом, а героем старой, красивой итальянской киноленты. Если у тебя многомиллионный бюджет, ты, как Орнелло Мунти, укращаешь строптивого Адриано Челентано и мчишь навстречу с самым захватывающим приключением. Нафиг я вообще сюда пошла? Но если продюсеры выделили тебе всего $100, можно снять малобюджетное, но не менее интересное кино. Как же тут все атмосферно, кинематографично. Высший пилотаж. Very good, more than good. You know what I mean? Рыба, урод какой-то. Это становится все сложнее. Какой вид, да, друзья? Сумасшествие полное. Спрячься. А то кто знает, что там из туманчика может блескануть.
Ну и чего? Нет, я, конечно, понимаю, что я сегодня нищеброд, но совесть-то надо иметь. Настя, ты где? Мне уже спать скоро. Ну, хоть какие-то новости? Так. Ага, видео. Евсей, привет. У меня не очень хорошие новости. К сожалению, мы с тобой не сможем увидеться и рассказать друг В другу, смысле? как прошли наши уикенды, потому что я сейчас нахожусь на вулкане и все-таки хочу дождаться, пока В каком вулкане? хоть что-нибудь увидеть, чтобы уже поделиться с тобой об этим самолете. Вот, поэтому там увидимся. Пока-пока-пока. Увидимся в следующем городе. Да, друзья, именно так. Пока. Пока. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. А мне кажется, надо позвонить. Настя, да возьми ты трубку. В какой-то веке золотая карта выпала, а ты на вулкан полезла.